Так, мы пришли на рынок. Мы пришли на рынок. Не знаю, будем ли мы, наверное, мясо покупать не будем. Это мы проходимся, я вам просто показываю, что у нас сегодня на рынке. Вот так вот медленно. Ну как медленно, я обычно пролетаю, как стрела. Это относительно... Где наша бабушка? Вот тут холодильнички, тут колбаски, ребрышки. И тут ребрышки, балычки, колбаски. Хамон, да? Или нет? Вкусняшки разные. Подходите. Ничего. Спасибо. Ребрышки. Пустые холодильнички. Ой, тут все такое корейское. Я такой фанат острой еды, но сейчас я такое не ем. А все такое вкусненькое, вкусненькое. И креветочки, и мидии, и рапаны, вкусняшки. Ой, оно так все пахнет. Пахнет так, что слюнки текут. А? 100 грамм? Да. Тут еще гранатики. Так, здесь очень много. Что нужно? Голубика, малина. Почем голубика? 130 килограмм. Вся такая хорошая, крупненькая вся. Шикарная. Малинка 90 килограмм. Дайте два вот эти. А почем укроп? 10 гривень. Я тобі дам двойний. Дайте укроп, а лук почем? Старий кулюк там. Два кулюка. І що вам? А лук сколько? 10 гривень, пара 15. 20 гривень. А почем кукуруза? 45 и 35. Килограмм? Ну, вы поняли, в чем разница? Это Нет. все идеально, без червяка, без ничего. Хорошо, пооткрывайте нам. Шикарно. 45. Да. 160 там. Лопатка дуже гарна, гляньте, яка А вы прям лопатку хотите? дуже буде м'ясна. А на сколько она завесит? 310, ну 300 гривень. Давайте забирайте. Нужна? Я всегда беру. Давайте. Так, я уже дома. Сегодня был довольно-таки тяжеловатый день в плане того, что очень жарко. Очень жарко, естественно, вы прекрасно понимаете, что я провела весь день на солнцепёке, в жаре. И вот этот вот контейнер, он очень так накаляется очень сильно. И ну, я думаю, это не стоит объяснять. Всем и так понятно, что на жаре плюс там 35 градусов в железной консервной банке становится слишком жарко. Так, мы потом еще зашли на рынок, вы видели уже эти кадры, мы купили продукты, кое-что купили, овощи. Купила еще наша бабушка кусок баранины, ногу, будет готовить баранью ногу. У нее там свой рецепт. Я как-то баранину не готовлю, она готовит. Вкусно, она туда добавляет баклажан, помидор, сладкий перец. В общем, это все как-то тушится у нее по специальному рецепту. Если кому интересно, спрошу у нее. В следующий раз вам расскажу как-нибудь при случае. Просто у меня канал не про рецепты. Это так я сейчас вспомнила и говорю. Знаете, почитала ваши комментарии. Спасибо большое всем за добрые ваши комментарии, такие искренние, очень много, на самом деле 85% всегда добрых комментариев, спасибо вам огромнейшее, не забывайте также ставить лайки и подписываться на канал, кто еще все-таки не подписался на канал, подпишитесь, пожалуйста, мне будет приятно. Так, и что я вам хотела сказать, я прочитала, наткнулась на несколько комментариев, на которые бы мне хотелось ответить. Во-первых, по поводу того, что написала Татьяна, что нельзя раньше, вернее,
на нашей барахолке, на Харьковской, я так понимаю, раньше она жила в Харькове, и не было вот еще там в 90-е годы, в 90-е, в 2000-е, не было столько мега-шедевров, красивых вещей на барахолке на Харьковской, был один хлам. Я хочу с этим не согласиться. По поводу и 90-х, и более раньше, и 2000-х еще люди находили уникальные вещи. Я тогда, конечно, не ходила, ну, я была на барахолке в те времена с родителями, но я была еще очень маленькая. Я была такая вот, как сейчас Амиранчик. Но, тем не менее, я пару раз посещала барахолку. Но я общаюсь сейчас с антикварами, которые гораздо старше меня, их очень много. У меня знакомых антикваров, которые в те времена активно занимались коллекционированием, увлекались, и вот они, естественно, посещали Харьковскую барахолку. Не было такого вот специально надписи, вот как сейчас рынок старых вещей, это был стихийный рынок, но тем не менее я не соглашусь с комментарием Татьяны, потому что все они в один голос твердят, что тогда шедевры просто лились рекой, и тогда можно было купить, люди особо не разбирались, интернета не было, особенно в начале 90-х, после развала Советского Союза, люди понесли такие шедевры на барахолку. Я не хочу сейчас рассказывать, это чужие истории, кому что удалось купить. Я хочу только сказать, что это были уникальные изделия из драгметаллов, ювелирные изделия, просто не изделия ювелирных мастеров, не украшения, а большие изделия таких мастеров, как Фаберже, Хлебников, Овчинников, в общем, старых русских мастеров, дореволюционных. Дальше, что еще? Ну, это я так в общих чертах могу сказать, что уже в 90-е годы удалось купить некоторым харьковчанам полотна известных художников с мировым именем. Что еще? Ну, естественно, столовое серебро, монеты очень редкие, фарфор очень редкий, редчайший. Так что нет, я не соглашусь. Сейчас все гораздо стало, если сравнивать там, что было 30 лет назад. И, кстати, вот и сейчас, то, естественно, сейчас гораздо меньше таких мега-раритетов, но тоже можно встретить все что угодно. Это, как знаете, такое поле чудес, где каждому может повезти. И вообще, кто ищет, тот всегда найдет. Еще хочу сказать такую вещь, что у нас есть кукольный театр, я, наверное, рассказывала эту историю уже не один раз. И вот когда туда приходишь, у них есть такая огромная на антракте, когда будет антракт, то, может быть, кто ходил в Харьковский кукольный театр, те помнят, что показывают потом огромную шарманку. Это такая шарманка размером как холодильник, где-то примерно такой вот шкаф огромный. Это уникальная работа, которая на сегодняшний момент, по-моему, осталась или одна их, или две в мире. Так вот, в 70-е годы, если я не ошибаюсь, это нашел один из сотрудников, который потом передал это в кукольный театр. Он это нашел на барахолке. И на нашей Харьковской вот этот уникальный экспонат, эту уникальную шарманку, ее хотели разрубить топорами мужчины, которые были на рынке. И, в общем, когда я уже замахнулся топором над этим, ну, чтобы разобрать это все на куски, то этот мужчина подбежал, который спас эту уникальную вещь. Вот я всегда говорю, что барахолки спасают. Очень многие вещи попадают потом либо в музей, либо в частные коллекции, но в данном случае это попало в кукольный театр, и до сих пор мы это можем там, ну, я надеюсь, что мы можем это там видеть, по крайней мере, еще до 2022 года мы ходили, и мы там это видели. Эту уникальную вещь, слава богу, что она сохранилась, потому что такие большие предметы, конечно, дореволюционные, практически, ну, мало что доживает из-за таких объемов. Естественно, это все очень часто рубилось на растопку и так далее. Так что еще второе, что я хотела бы сказать по поводу икон. По поводу икон тоже, вот сегодня было несколько комментариев, продавать иконы нельзя ни в коем случае, кто продает иконы, тот продает душу и так далее, продал душу дьяволу. Я хочу очень кратко об этом сказать по поводу продажи икон. Ну, во-первых, иконы, вот эти, которые вы сейчас видите в продаже, которые были сегодня в выпуске, в моем видео утреннем,
Это иконы, которые до революции продавались в лавках, при монастырях, либо это заказывалось по-разному было. Ну, конкретно вот эти, наверное, которые я вам показывала в серебряных окладах, они заказывались у мастеров ювелирных, сначала у иконописцев заказывали, а потом оклад заказывался у ювелирного мастера. Это отдельная семья, там, либо себе домой, либо на подарки. Это домашние иконы, это не церковные иконы. Церковные иконы совершенно по-другому выглядят, я думаю, вы их в церкви видели. Те, кто написал, что эти все иконы нужно отнести в церковь, знаете, представьте себе, что если действительно в церкви люди все понесут все, что у них есть дома, все иконы, церковь не может все эти иконы вывесить у себя, это невозможно, это тогда будут... Это просто действительно люди, бывает такое, несут в церковь свои иконы, отдают, и это все лежит где-то в подвалах церкви. Они не могут выставить все, выставляется на службу и вообще по всему периметру только самые такие вот шедевры. Самые шедевры, самые намоленные, самые святые, святыни, поэтому это невозможно выставить все, вы же прекрасно понимаете, и обстоятельства у людей бывают разные. Если люди получают наследство, и они, допустим, вот бабушка была верующая, а внуки неверующие, внуки атеисты, такое тоже бывает, и тогда они берут и продают иконы. А другие люди, в свою очередь, очень хотят купить к себе в семью старую намоленную икону. Я в этом ничего такого ужасного не вижу. Я считаю, что, вы знаете, важно, что у человека в сердце, важно, какие у человека поступки, важно, что у него в душе и какой он сам по себе, что он делает, что от него исходит, а не то, что, знаете, нужно не смотреть там, кто продает иконы и кто покупает иконы, а смотреть гораздо глубже. Поэтому мне это очень как-то не понравился, этот комментарий. Я считаю, что, может быть, это... кто-то написал вот так вот специально с подколкой, такое тоже может быть. Всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов. Кто уже будет смотреть это видео перед сном, я всегда так желаю. И давайте оставаться людьми, несмотря на такое тяжелое время.